Премии британских тинейджеров Teen Choice этого года удостоен он, рыжее чудо британского кинематографа Томас Сангстер. Своим любимцем его называют Эмма Томпсон, Джуди Денч и Роуэн Аткинсон. Мистер Сангстер – настоящий серьезный актер и мой драгоценный родственник. Гордо говорит о Томасе мегапопулярный мистер Хью Грант. Но Томаса сейчас больше заботит коллекция самолетиков и бензонасос его автомобиля. Эту подержанную колымагу он на очередной гонорар купил. И теперь первый парень на южной окраине Лондона. История о 16-летнем ребенке цвета индиго от Ольги Текуевой, Андрея Ульянова и Любови Камыриной. Мой любимый школьный предмет – рисование. Мне нравится писать красками тоже, но больше я люблю рисовать карандашом. На съемочной площадке иногда приходится ждать часами, когда крикнут мотор. И все это время я рисую. Рисую все, что вижу, и все, что люблю. Небо, самолет, юноша. Легкие наброски уверенными штрихами. Он и сам пока только набросок. Набросок к уверенному в себе мужчине, набросок к будущему Оскару или Золотому глобусу, может быть. И совершенно точно набросок к своей мечте. Мечте цвета индиго, как небо на рассвете. Есть такие дети, ему мама рассказала. Дети индиго. Странная новая генерация, появившаяся на стыке 2 тысячелетий. Дети, сошедшие с небес, рожденные мудрецами, вне стереотипов. Они сами все знают и чувствуют свою судьбу сами. Мне частенько говорят, что я другой какой-то. И мама, чтобы меня понять, придумывает забавные термины. Откуда-то из книг и передач их берет. И говорит, что я вроде как не от мира сего. А от какого мира, я не знаю. Зато я всегда точно знаю, чего хочу. Я хочу, чтобы взрослые разговаривали со мной на равных. И хочу, чтобы они считались с моим мнением. Я хочу работать. Сам. Мои родители оба актеры, и я видел, как они играли в какой-то пьесе, на гастролях. Кажется, это было в Праге. И я подумал, что забавно было бы попробовать, как они. Мне было 7 лет тогда, еще совсем пацан. Помню, что я попросил нашего знакомого фотографа сделать мне портфолио, после чего я отправил снимки агенту родителей, и меня позвали в кино. Отец с мамой ничего не знали, но почему-то они не очень удивились. Единственное, что предложили мне записаться в драматическую школу, но я до сих пор не вижу для себя необходимости учиться актерской игре. У меня сразу все получалось. Я знаю, что делать перед камерой, и мне не нужна помощь. Конечно, если у тебя папа актер, мама актриса, а дядя сам Хью Грант, кино для тебя дело плевое, раз и в кадре. Реплика неосведомленных скептиков. Ну, во-первых, не раз, не два и не 3, а больше десятка кастингов перенес этот бойкий бой, прежде чем попасть в титры. А во-вторых, Хью Грант совсем не дядя. Первый раз в жизни я встретился с Хью Грантом на съемках. Правда, мы играли в разных эпизодах, в разные дни, но встречались на вечеринках. На премьере вот выпили по стаканчику колы. Он действительно приходится мне родственником. Он мой, как это сказать, моя прабабушка и его бабушка сестры. Но до съемок мы не встречались, и открытки на Рождество друг другу не посылаем. Наверное, если бы мы общались чаще, у меня не было бы проблем на одном из моих первых кастингов. Я пробовался на роль Гарри Поттера. Не взяли. И сейчас я только рад этому. Я был бы просто в ловушке этих монотонных съемок. К тому же Поттер снимался в основном в студии, а это очень скучно. Я предпочитаю натурные съемки. Это больше похоже на правду. Так что если бы я прошел тогда по конкурсу, я бы не смог сделать все остальное.
Все остальное – чертова дюжина фильмов и один пока в производстве. Томас ловко рулит своей карьерой, куда ловчее, чем ретро-иномаркой. Пожилой Citroёn кряхтит во дворе под руководством мамы. По британским законам права Томасу не положены, маловат. Полную свободу передвижений он получит через год, в полные 17. Британские законы покруче американских. Там я бы уже и по городу катался сам, и на съемки ездил без сопровождения. А пока приходится брать с собой на площадку маму. Такой порядок. Правда, непонятно, кто за кем присматривает. Она у меня легкомысленная леди. Или вот еще странность. По нашему закону фильм «Реальная любовь», где я снимался, нельзя смотреть детям до 14. А мне тогда было 13. На премьере меня даже в зал не пустили. Мне пришлось пройтись по красной дорожке вверх и обратно. Меня отвели в ресторан на время фильма, а после мы присоединились к вечеринке по случаю премьеры. И я даже глотнул шампанского. Незаконно, конечно, но вы же никому не скажете. Сэмми, фантастическое шоу. Спасибо. Но план не сработал. Ну, скажи ей. Что сказать? Скажи, что ты ее любишь. Ни за что. И потом она улетает. Еще лучше. Сэм, тебе нечего терять. Пока не идут титры, есть шанс. С девочкой, которая по фильму «Реальная любовь» была дамой моего сердца, мы реально подружились во время съемок. Но ничего больше. И наш поцелуй я представлял с диким страхом. Ну, когда читал сценарий, я думал: о боже. Но когда настал день съемок и начались дубли, я привык немного. Это же был просто поцелуй в щеку. Иногда она даже не касалась меня, так что это было неважно, ерунда. Ничего страшного, очень легко. А ты уже влюблялся в жизни? Нет, никто особенно не нравился, да и времени для этого не так много у меня. Чего я хочу? Летать. Вот мой дед умел летать по-настоящему. Он был военным летчиком. И я помню, что первый раз заплакал в кино, когда смотрел фильм «Апокалипсис сегодня». Вообще-то я почти никогда не плачу, когда смотрю фильмы. Моя мама всегда плачет, а я всего лишь раз. Там есть момент, когда к побережью летят вертолеты, и звучит красивая музыка, и дух захватывает. И от этого слезы сами выступили. Вот как от сильного ветра бывает. Мощное ощущение. На мое 16-летие мама подарила мне самый лучший подарок, мой самый главный подарок – абонемент на тренировочный полет. Ты садишься в такой маленький самолетик, и как только он отрывается от взлетной полосы и немного поднимается в воздух, пилот передает штурвал тебе, и можно полетать самому. Английское небо низкое. Кажется, рукой подать и летай себе без спецэффектов. Звездный мальчик Томас еще взлетит. Выше крыши. Он-то знает, чудо возможно, пока титры не начались. Я бы хотел продолжать играть в кино. Конечно, я люблю это, и я знаю, что мое будущее будет связано с кино. А полеты можно совмещать. Вот Джон Траволта, у него же свой самолет, он же отличный летчик и знаменитый артист. И потом, когда ты снимаешься, это волнение каждый раз, и так в животе щекотно, и не знаешь, чего ждать, как будто отрываешься от земли. А потом съемки заканчиваются, и ты возвращаешься в школу, к одноклассникам. Ну так немного отдохнешь, и снова в путь.